Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас в эфире торт Cookies. Рецепт, который вы очень давно уже у меня просили. На самом деле этот тортик сейчас достаточно популярен на просторах интернета. Называется он Мистер Печенька, Капитан Кукис. Рецептов и вариаций достаточно много, но сегодня, как обычно, поделюсь с вами своей версией этого торта. Состоит он из нежнейшего печенья с шоколадными чипсами, из карамельного чизкейка, из взбитого ганаша с добавлением нутеллы и соленого арахиса и из воздушного арахисового крема. Начнем с приготовления коржей, которые по своей сути являются американским песочным печеньем. Здесь у меня сливочное масло комнатной температуры, добавляю к нему соль, ванильный сахар, сахарную пудру либо мелкий сахар и хорошо взбиваю миксером. Примерно 4-5 минут на максимальной мощности. Оптимальная температура для взбивания сливочного масла составляет примерно 21 градус. Масса должна хорошо посветлеть и увеличиться в объеме. Примерно такого результата нужно добиться в итоге. Теперь добавляем яичные желтки комнатной температуры. Печенье получается наиболее нежным и рассыпчатым именно на желтках, а не на целых яйцах. Еще раз взбиваем на максимальной мощности, примерно минутку, после чего вливаем молоко. Молоко также у нас комнатной температуры. И еще раз взбиваем до однородности. Теперь пришло время сухих ингредиентов. В сито высыпаем примерно половину муки, добавляем разрыхлитель и просеиваем. Перемешиваем на минимальной скорости миксера и добавляем термостабильные шоколадные капли. У меня капли из темного шоколада заканчивались, недостаточно их было количество, поэтому я решила еще немного добавить шоколадных капель из белого шоколада. Если вы не найдете, не сможете приобрести термостабильные шоколадные капли, используйте горький шоколад 70% и нарубите его на кусочки примерно 4-5 мм. Добавляем, перемешиваем на минимальной скорости миксера. Теперь оставшуюся половину муки просеиваем на рабочую поверхность, выкладываем тесто и замешиваем. Если вы будете готовить тесто в планетарном миксере, то все это можно сделать с помощью миксера, с помощью насадки лопатка или весло. Тесто самое главное, не нужно долго вымешивать, его нужно только соединить в шар, чтобы полностью увлажнилась вся мука. Если будете делать вручную, удобно это делать с помощью силиконового скребка. Тесто получится очень мягким, немножко липковатым, пусть вас это не пугает. Заворачиваем его в пленочку и убираем в холодильник примерно на час. В холодильнике тесто станет более плотным и с ним будет удобнее работать. Готовое тесто прекрасно хранится в холодильнике и также его можно заморозить. Мое тесто полежало чуть больше часа, стало уже таким достаточно плотненьким. Если оно у вас пролежит в холодильнике дольше, оно станет прям совсем плотным, поэтому достаньте и дайте ему чуть-чуть согреться при комнатной температуре. Тесто делим на 4 примерно равные части, поэтому предварительно удобно тесто распределить в таком вот виде квадрата, чтобы потом удобно было его делить на 4 части. Придаем кусочку теста такую более или менее кругленькую форму и будем его раскатывать и выпекать. Значит, раскатывать сразу его необходимо либо на тефлоне, либо на силиконизированной бумаге для выпечки. Слегка подпыляем и бумагу, и само тесто, чтобы оно не сильно прилипало к скалке. И раскатываем до толщины примерно 5 мм и до необходимого диаметра. Я буду выпекать коржи диаметром 16 см. Для того, чтобы все коржи получились ровненькие и красивые, я использую кольцо-резак диаметром 16 см. Все излишки теста я убираю, а корж отправляю выпекаться 180 градусов, режим вверх-вниз без конвекции. Пекутся коржи очень быстро, буквально минут 8 у меня, до такого вот легкого румяного цвета. Пока коржи горячие, они очень мягкие, очень нежные, хрупкие, поэтому дайте им немножечко остыть на коврике, а затем уже переложите на решетку и полностью охладите. Имейте в виду, что время выпечки будет напрямую зависеть от вашей духовки. Сильно не пересушивайте коржи, они должны вот так слегка подрумяниться. Все обрезки теста собираем в шар и вновь раскатываем. Можно это тесто сразу же отправить на дегустацию, как у меня это обычно и происходит. А также это может быть 5-й корж для сборки тортика, но я для сборки буду использовать именно 4 коржа. А на этом кусочке покажу вам, как печенье выглядит в разломе.
На самом деле само печенье уже получается очень вкусным, поэтому будьте осторожны, не съешьте коржи до сборки торта. Печенье получается хрустящим, но в то же время невероятно нежным, рассыпчатым и буквально тает во рту. Когда коржи полностью остыли, с ними можно сразу же собирать торт. Но так как они по сути являются песочным печеньем, готовые коржи прекрасно хранятся при комнатной температуре герметично до недели, либо в холодильнике до 2 недель. Теперь переходим к карамельному чизкейку. Приготовить его необходимо заранее, потому что он еще должен охладиться и стабилизироваться. В чашу для взбивания отмеряем нужное количество творожного сливочного сыра. Желательно, чтобы он был комнатной температуры, но если будет холодный, ничего страшного. К сыру добавляем ванильный сахар и карамель. Желательно, чтобы она была немного теплая. Карамель мы с вами уже 1000 раз готовили, поэтому в этом видео не будем тратить на нее время. В недавнем видео по приготовлению капкейков Snickers я вам опять-таки подробно рассказывала про влажный способ приготовления карамели. Ссылочку на рецепт оставлю в описании. Перемешиваем миксером до однородности. Нам важно, чтобы масса стала такой вот мягкой, пластичной, чтобы разбились все кусочки сливочного сыра. Теперь по одному добавляем яйца, каждый раз тщательно перемешивая до однородности. Сначала масса будет как бы расслаиваться, пусть вас это не пугает, продолжайте перемешивать на небольшой скорости, и когда масса вновь стала однородной, добавляем следующее яйцо. Затем вливаем жирные сливки, добавляем кукурузный крахмал и еще раз все перемешиваем на минимальной скорости миксера до однородности. Все комочки крахмала должны полностью разойтись и должна получиться вот такая гладкая масса. Теперь переходим к выпечке чизкейка. Для выпечки я буду использовать все то же кольцо диаметром 16 см. Беру фольгу, сверху выкладываю лист силиконизированного пергамента и вот таким образом плотненько поджимаю фольгу вместе с пергаментом к кольцу. Теперь выкладываю подготовленную массу, распределяю равномерным слоем и отправляю выпекаться. Духовка у меня заранее разогрета до 150 градусов, режим вверх-вниз без конвекции. Чтобы чизкейк получился ровным и красивым, мы его всегда выпекаем на паровой бане. Противень с чизкейком я ставлю в центр духовки, а вниз духовки я ставлю дополнительный противень и наливаю туда кипяток. Таким образом выделяется пар и чизкейк пропекается равномерно. Время приготовления опять-таки будет зависеть от вашей духовки. У меня чизкейк выпекается около 40 минут. По краям он должен уже схватиться, а сама серединка вот так при покачивании должна подрагивать. Остывать чизкейк я оставляю прямо в духовке, в открытой, и после того, как он полностью остынет, заворачиваю его в пленку и храню в холодильнике до сборки, либо можно замораживать. Теперь приготовим взбитый шоколадно-ореховый ганаш. Для ганаша я соединяю два вида шоколада. Это молочный и горький 70%. Далее, жирные сливки. Можно использовать 33 либо 35%. Я нагреваю до достаточно горячего состояния, но не кипячу. И этими горячими сливками заливаю шоколад. Даю буквально минутку-две постоять, чтобы шоколад начал топиться от тепла сливок, после чего пробиваю погружным блендером до состояния эмульсии. Далее добавляю шоколадно-ореховую пасту нутелла. Если нет нутеллы, можете взять любую другую шоколадно-ореховую пасту. Еще раз пробиваю, и ганаш по сути готов. Накрываем его пищевой пленочкой в контакт и убираем в холодильник минимум на 6-8 часов для стабилизации. И когда ганаш хорошенечко охладился, стабилизировался, его необходимо взбить. Взбиваем ганаш всегда на минимальной скорости миксера. Взбиваем недолго, ганаш должен слегка посветлеть и приобрести такую мягкую тягучую текстуру. Не перевзбивайте его до плотного состояния. И для сборки нам осталось приготовить только крем. У нас это будет арахисовый крем-чиз. Для него нам нужен сливочный сыр, жирные сливки, сахарная пудра и несоленая арахисовая паста.
Для начала в чашу для взбивания отправляем холодный сливочный сыр. Как вы знаете, я предпочитаю и творожный сыр, и сливки производителя Чудское озеро. Кстати, сливки для приготовления крем-чиза желательно использовать не 33, а 35%. Так крем получается более стабильным и более удобным в работе. К сливочному сыру добавляем сахарную пудру, добавляем арахисовую пасту и перемешиваем до однородности. На данном этапе нам необходимо, чтобы все ингредиенты соединились, чтобы все комочки сливочного сыра разбились, масса получилась однородной и пластичной. Затем добавляем холодные жирные сливки и взбиваем на средней скорости до нужной плотности. Вот так быстро, просто мы приготовили нежный, воздушный и очень ароматный арахисовый крем, который будем использовать для сборки торта. Собственно, к сборке торта мы и переходим. Крем и ганаш для удобства перекладываем в кондитерские мешки, на подложку отсаживаем небольшое количество крема и выкладываем первый корж печеньку. Отсаживаем по всей поверхности слой крема и распределяем равномерным слоем. На данном этапе у меня начала уезжать камера, благо, что я это вовремя заметила, но я думаю, тут и так все понятно. Отсадили крем, выровняли, теперь из крема делаем бортик, в центр выкладываем половину взбитого ганаша и сверху посыпаем соленым арахисом. Именно соленый арахис здесь добавляет такой интересный вкусовой акцент. Впечатываем немножко ложкой арахис в ганаш и сверху прикрываем все это еще одним небольшим слоем крема. Далее выкладываем вторую печеньку. Печеньку также закрываем небольшим слоем крема, распределяем. Далее у нас идет карамельный чизкейк, выкладываем его на крем и также закрываем кремом и по краям, и сверху делаем тоже небольшой слой крема. Сверху третья печенька и повторяем слои с шоколадным ганашем. Сверху выкладываем четвертую финальную печеньку только вверх ногами, чтобы верх торта был максимально ровным. Упаковываем торт плотной ацетатной пленкой, либо силиконизированной бумагой и смыкаем очень плотненько кольцо. Это нужно для того, чтобы тортик в дальнейшем имел максимально ровную геометрию. У меня осталось буквально 2 столовые ложки крема, выкладываю его сверху, распределяю равномерным слоем. Сверху тортик накрываем пищевой пленкой. Очень удобно, я вот использую при выпечке шапочки для душа. Удобно и многоразово. И отправляем тортик в холодильник для пропитки, для стабилизации на 10-12 часов. У меня он провел в холодильнике ночь. Ну и теперь давайте распакуем и посмотрим, что получилось внутри. Далее вы по желанию можете выровнять торт любым плотным кремом. Это может быть чиз на масле, либо ганаш. Высота торта получилась 12 сантиметров, диаметр 17 сантиметров. И сейчас давайте его взвесим, посмотрим, сколько он весит в черновом варианте. Это примерно 2,5 килограмма. За ночь тортик прекрасно пропитался в холодильнике, режется как по маслу, и вот такой у него шикарнейший получается разрез. Как вам результат? На самом деле торт получается невероятно вкусным, нежным, ароматным, у него классный вкусовой баланс. Обязательно пробуйте, но я, как всегда, желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся!